Доброе утро, зрители StopGame.ru! В эфире Инфакт. Ubisoft опубликовала свежий сюжетный трейлер Star Wars Outlaws, сопроводив его ворохом подробностей, а вместе с тем и датой выхода. Главная героиня Кей Вес, пренебрежительно относящаяся к букве закона, стремится завоевать свободу и начать новую жизнь, ради чего будет красть, воровать и воевать с криминальными синдикатами Внешнего Кольца. Главным антагонистом же выступит некий Слиро, лидер одной из опаснейших преступных группировок. Среди встречаемых героиней кланов будут как уже виденные в кино и сериалах по Звездным войнам, вроде картеля Джаббы Хатта и Синдиката Пайка, так и придуманный специально для игры клан Ашига. Всего их будет 5. Кей придется постоянно с ними взаимодействовать, чтобы заработать себе имя. Уровень репутации скажется на всем, от торговцев и контрактов до доступа к новым территориям. Однако в то время как одни начнут предлагать вам вкуснейшие сделки, другие попытаются убить Кей, ежели она решит предать какую-то из сторон. Кей собирается провернуть ограбление века, но для этого ей понадобится собрать команду. А еще выжить, ведь ее будет преследовать лучшая охотница за головами, посланная Слиро. Star Wars Outlaws выйдет 30 августа на ПК, PS5 и Xbox Series. Vampire Survivors до сих пор не дает покоя игроделам. Один за другим появляются подражатели. Недавно вышла Deep Rock Galactic Survivor, а тут еще и создатели League of Legends хотят ввести подобный режим в лолку. Он будет более спокойным, чем арена, и предложит сражаться с толпами врагов соло или коопом с товарищами. Этот режим выпустят где-то в середине 2024 одновременно с крупным апдейтом, но подробностей пока что нет. Журналист портала Game Informer спросил у разработчиков Ori, почему они взялись делать какую-то там No Rest for the Wicked вместо продолжения Will of the Wisps. Директор студии ответил следующее. Команда считает, что у дилогии Ori завершенная история. Авторы довольны тем, на чем все завершилось, но если у них возникнут новые идеи, то они не прочь продолжить историю. К тому же, кое-какие мюсли насчет третьей части у команды все же есть. Но узнать что-то из этого мы сможем не раньше, чем выйдет No Rest for the Wicked, на который разработчики сосредоточились целиком и полностью. Ролевой экшен готовится к выходу в ранний доступ Steam 18 апреля. Devolver Digital выпустила еще одну интересную инди-диковинку под названием Children of the Sun. Игра представляет собой своеобразную головоломку, в которой нам необходимо всего лишь одной пулей устранить всех противников на миссии. Но пуля это необычная. Когда она сталкивается с какими-то объектами, время замирает, и в этот момент мы должны задать вектор движения рикошета. Кроме того, нам доступно искривление траектории полета, ускорение для пробития и ловушки в окружении. Каждый уровень можно пройти по-разному, отсюда и реиграбельность. Журналистам игра понравилась, средняя оценка на OpenCritic 82 балла из 100. Отмечают, что Children of the Sun довольно короткая, но геймплейно очень увлекательная. Сюжета в ней мало, зато дюже атмосферно. Children of the Sun доступна в Steam. Издательство Team 17 и студия Embertale Games намереваются отправить нас на таинственный Янтарный остров, где живут динозавры, а еще стоит единственный магазинчик, которому дико не хватает управляющего. Вот на эту должность нас и назначат в игре Ember Isle. Мы будем собирать, создавать и продавать различные предметы, чтобы наши доисторические клиенты различных форм и размеров оставались довольны. Полотно для брахиозавра, стульчик для микрораптора, водостойкая бумага для плезиозавра. Каждый покупатель имеет свои потребности и поведение. С ними можно будет торговаться, брать в залог вещи и делать встречные предложения, лишь бы ваш магазинчик оставался в топе всех магазинчиков, ведь от этого зависит судьба всего острова. Янтарный остров может стать домом для 48 различных палеозверушек, включая древних млекопитающих, амфибий и позвоночных, а для них придется благоустроить близлежащие территории. Лавочку в Ember Isle можно будет открыть на ПК и Nintendo Switch, но правда с датой выхода пока ничего не понятно.
Генеральный директор Battlefield 2042 сообщил, что 7-й сезон станет для игры последним, после чего никаких крупных апдейтов для нее не выйдет. Хотя новые испытания, события и режимы пока никто не отменял. К разработчикам батлы присоединятся и коллеги из студии Motive. Внутри нее появится отдельный коллектив специально для работы с Battlefield. И помогать ему будет с чем. Для франшизы планируются новые одиночные и сетевые проекты. Напомню, что мотивы уже отметили Star Wars Squadrons и прошлогодним ремейком Dead Space. Масштабное обновление под названием Эпилог 2 настигло рогалик Нойта. Среди самого примечательного — ворох новых заклинаний, 6 новых врагов и 3 босса, больше редких материалов и химических реакций, секретный квест и пасхалка, новое создание, небольшой сюрприз для любителей сыра, пересмотр цен и расхода маны, баф для вампиризма, аудиобиблиотека пополнилась свежими звуками, а инструментарий модеров — новыми возможностями. Ну и как всегда, масса правок и исправлений. Однако апдейт не дружит со старыми сейвами. Специально для завершения начатых забегов разработчики подготовили бета-ветку. В течение недели на Нойта действует скидка в 60%. В конце 2023 года асимметричный хоррор Friday the 13th The Game сняли с продажи, но пообещали, что серверы продолжат работать до конца 2024. Несмотря на то, что успеха игра не сыскала и поддержку прикрыли уже спустя год после релиза, свои преданные фанаты у хоррора нашлись. Группа энтузиастов анонсировала бесплатный мод Friday the 13th The Game Resurrected, который сохранил бы все элементы оригинала и вобрал бы в себя весь невыпущенный контент. При этом лицензионная копия самой игры не потребовалась бы, но тут вмешались правообладатели, не разработчики игры, а киноделы из Horror Inc. По их словам, мод, мол, является нелицензированной подделкой, которая вредит бренду Пятница 13. Компания поставила ультиматум: либо прекращайте свои эти резуректеды, либо впаяем штраф и увидимся в суде. Разумеется, проект пришлось прикрыть. Вот такое отношение к фанатам. По лавкрафтианскому симулятору рыбалки Dredge снимут фильм с живыми актерами. Представьте себе «Шестое чувство», но только на воде. Хоррор, в котором смешались труды Лавкрафта и Хемингуэя. Дух игры при этом обещают сохранить. Больше подробностей нет. И на этом сегодня все. Заходите на сайт stopgame.ru, читайте больше новостей и смотрите свежую кек-нарезку с лучшими моментами пригорания. Хорошего дня!